Привет, друзья! Привет, привет! Красавчик! Красавчик решил очередной листик пожелтить. Зажелтить. Я это наблюдаю уже не впервые на этом прекрасном кустике Вулукейшн. Но вижу здесь еще желтизна. Вот что значит купить не совсем здоровый вариант. Ну, вообще пилорики, мне кажется, они априори нездоровы. И очень часто вот такое бывает. Так, вчера мы поливались. Мы уже выпили все, что мы тут налили. А нет, есть еще болтыхается. В общем, политый. Ну вот, надо что-то делать. Надо, наверное, этот лист прибрать. Не знаю, чего он к нему питание. Ой, он прямо раскачивается. Чего он питание забрал, сейчас уберем этот лист. Не всегда приятная такая ситуация, да, мы все знаем. И вроде такой хороший мясистый лист, и казалось бы, чего от него избавляться, непонятно. Тут такая остается тоненькая шеечка, просто тоненькая. И вот когда она приехала, эта орхидея, у нее вот здесь тоже листик, снятый продавцом или садовником. Видите, чешуйка осталась. Боже мой, остается такая тоненькая шейка, прямо аж страшно. Видите, вот тут был лист, он снят садовником. Или мною, не, садовником. Ну тоже вот история такая с этим фаленопсисом, что он у меня не так, чтобы здоров. Совсем не здоров. И вот непонятно, что такое. Вот здесь, в принципе, эта область, ну тут вот что-то было, вот что-то вот так. Сказать, что прям лист там, что там какая-то проблема на шее, я не скажу. Ну вот почему-то так. И вы знаете, но он здесь пробит цветоносом. Видите, вот он пробит цветоносом. И неужели из-за этого он вдруг решил желтить? Этот лист не пробит цветоносом, и тоже есть пожелтение. Но это все листья после... Ну, приехали они с садовником. Вот этот листик у меня вырос. Такой более или менее. Девочки, не знаю. Сейчас еще попробуем эту чешуйку снять. Так, что здесь такое? Вот мы добрались. Я его топсином по приезду обрабатывала. Сказать, что-то там прямо непонятные. Корни вроде нормальные идут. Ну, как-то так. Пугают вот такие ситуации с этими тонкими шейками. Очень пугает. Я снимаю руками аккуратно вот эту шкурочку. Возможно, здесь спрятан фузариоз. Возможно. А возможно, это просто пигментация. Так, я прям хочу сейчас оголить эту шею. Знаете, вот такое ощущение, что он сейчас прям в этом месте переломается. Да, вот так прям и кажется. Чешуйка от предыдущего листика, который снят, осталась, и она высохла уже совсем на нет. Было бы классно, если бы здесь вышли корни выше, да? Я все-таки возьму пинцет. Думаю, что просто эта чешуйка будет мешать выходу новых корней. Хотя они, возможно... Не, вот тут вот видно, что здесь бугорки, видите? Вот здесь бугорки под чешуйкой. И очень похоже, видите, на фузариозное кольцо. Хотя, учитывая то, что орхидея вот такого имеет плана расцветку, возможно, это и ошибочное предположение. Ну вот, видите, остались мы с двумя листиками. Я, конечно же, сейчас разведу топсин. И вот эту область всю промажу топсином. Хотя вот эта чешуйка, она уже прямо, даже не чешуйка, а деревенение такое, видите? Ну вот,
Вот так это выглядит. Что здесь из новенького? Есть тут почечка, да? Давайте рассмотрим поближе. Есть почечка. Что надумала эта почечка? Пока непонятно. Корешок это, детка это. Видите, вот так вот это выглядит. Ну, девочки, не знаю, ваше мнение. Вот это странное пятно, но оно вроде как не растет. Короче, очень нравится мне этот трилипс. Ну вот, делает такие нервы. И сейчас я возьму еще один трилипс тоже, кстати, который там у меня тоже поскидывал. Вы его видели. Но он не поскидывал. А где я его поставила? А, сейчас я его принесу. Он раньше у меня здесь стоял. И мы его, наверное, вытряхнем и посадим в керамзит. В плагрон. Вот, например, в плагроне неплохо начала развиваться моя Violet Queen. Вот она. Там растит корни. Видите, какая она молодец. Я думаю, что того тоже надо сейчас, товарища принца посадить в плагрон. Ой, Мадонна. Мама мия. Красота. И так и назовем. Грустные пилоры. Так, ну вот сейчас вот эту красоту принесла. Так, когда она у меня от Sony? Октябрь 23 года. Хочу тоже извлечь эту красоту. Сейчас посмотрим, какие там корни. Сейчас вот так хочу высыпать, потому что вижу, что корней нет. Вижу, что корней. Вот в чем причина всего безобразия. Нет корней. Корни сбросили мы. Мы сбросили корни, а потом начали сбрасывать листья, потому что зачем нам столько листьев, когда у нас нет корней? Правильно? Нам не хватает питания. Ой, тут так лист плохо отделяется. Но здесь вот все прям надо обрезать, это все сухое. Можно оставить эти чижи, но нужно лист. В общем, короче говоря, это конкретная реанимация. Ну, в принципе, слушайте, у нее такой лист, что я даже не могу его разделить. Лимуша там мне подсказывает, что делать. Я не понимаю. Ты знаешь, да? Я не понимаю. Я не понимаю, что надо делать. Ты знаешь, что надо делать? Покушала и кричит. Не хочет девочки купаться в купалке. Может, тогда жарко будет, начнет. Так, я вижу, тут она живет за счет вот этих 3 верхних корешков. 4. 1, 2, 3, 4, которые сейчас не в активном росте. Так, ну что надо обрезать? Надо вот это вот обрезать, низ этот весь нездоровый. Тут вообще просто жах. Здесь как раз есть вот под этим листом. Тут мешает старый цветонос. Куда я дела? Надо этот листик убрать. Там вот вижу, корешки пробиваются. Господи. А я думаю, что она не растет? Понятное дело. А я горшки взяла огромные, конечно. Тут маленький стаканчик, знаете, такой будет достаточен. Возьму сейчас стаканчик, вообще маленький такой, одноразовый. Но тут еще, в принципе, вот твердый корень. Вот до сюда обрежу. Хотя, мне кажется, здесь такая... Нет, надо все это срезать. О, боже. Остался цветонос. Думаете, будет успех у этой операции? Ну, лучше хоть что-то, чем ничего. Смотрите, что у нас осталось. Вообще минимум. Минимум. Так, вот этот срез сейчас мы пшикнем. Так, ну что делаешь? В принципе, не все так уж плохо. Вот такая вот малыча осталась. Сейчас она подсохнет.
И я ее в маленький стаканчик и в пеларгон. Так, мне надо стаканчик. Тут даже большой. Ну, вот этот можно было. Но здесь желательно, чтобы не было отверстий, чтобы пеларгон был влажный. В общем, это все не подходит. Не подходит. Вот это вот кошмар весь на вот такую маленькую орхидею. В общем, не пошло. Так, обсыхай. Где тебя положить? Ну, вот тут пускай в горшочке обсыхает. Я сейчас это все поприбираю. И, конечно же, надо будет это все выкинуть. Выбрать только неорганические компоненты. Здесь пеностекла. Вот у нее были хорошие корни. Она была не маленькая. И развивалась неплохо. Но что-то пошло не так. Либо ей было влажно. Ну, что-то не так. Плохо, что орхидеи с нами не разговаривают, и мы не можем понять, чего они хотят. Здесь тоже хорошие корни, но тоже что-то захандрил. Этого сейчас топсиним. Это подсыхает и идет в пеларгон. В маленький стаканчик. Вливаем хорошенечко пеларгон. Хорошенечко, потому что он очень пыльный. Когда его мочишь, он аж шипит. Но мне нравится, корни неплохо растут в пеларгоне. Потом, конечно, уже на постоянку надо в грунт. Видите, вот сколько грязи от него. Очень пыльный. Сейчас посмотрим, куда мы сможем ее засадить. Я намочила корешки. Вот она вся влажненькая. Вот этот стаканчик бы ей подошел, но немножко бы он пошире был. Но сейчас посмотрим, как оно пойдет. Сейчас я попытаюсь засунуть вот так вот его поглубже. Не, они мокрые, они хорошо так поддаются. Раз, два и готово. И пару шариков. Аккуратненько. И вот и все. А, там коринка. О, все, я ее убрала. Намокла, и она отстала. Я ее уберу. Нам здесь органика не нужна. У нас тут проект. Мы будем выращивать горох. Костя пришел, принес. Я говорю, что не говорил? Он говорит, я забыл. Вот. Будем растить горох. Так, досыпаем. В школе проект весенний. Садоводы. Так, а тут что, еще кусочек коры? Все, убрала всю органику. Я очень надеюсь, что она отзовется на то, чтобы растить корни в пеларгоне. А вот я думаю, теперь у меня в голове, в чем горох-то растить? В грунте, у меня есть грунт. Написано, что 57-59 дней. Быстро спеет. Высота стебля 70 сантиметров. Ого. Ничего себе. Конкуренция орхидея. Горох. Что, будем лопать горох, да, Кость? Вырастим горох. 70 сантиметров. Ого. Это такой высоченький. Так, осталось протопсинить красавца Булукейшн и все. Так, ну я много не буду насыпать, немножко корни прикрою. Я очень надеюсь, что все будет хорошо. Будем наблюдать. Сейчас будем читать в интернете, как прорастить семена гороха. Костя, ищи. Сначала мы должны их прорастить, а потом уже это будет здесь стоять. А потом уже будем смотреть дальше. И надо каждый этап фотографировать для проекта. Сразу будет тепличка, вот с крышечкой. Видишь, там же надо накрыть. А мы вот так вот возьмем, вот в 4 слоя, да, как здесь написано. В 4 слоя вот эту полотенце. Открывай горох. Ну, ножницы, да. И надо будет, получается, а потом просто это полотенце побрызгать. Мы вот так застелим сюда.
И между слоями надо просто разлаживать аккуратно горошинки. Надо куда-то высыпать их. Ну давай, можешь даже. Ой, они такие. Вообще, я не знаю, я бы их замочила просто в воде. Давай немного. Видишь, они какие. Боже, они такие сухие. Ну это какой-то прям сорт. Тебе ж надо это сфотографировать, как ты это будешь делать. Фотографируй. Посеян. Единственное, что мы можем, если взойдет, засадить целый огород. Нам столько не надо. Орхидеи орхидеями, но извините, здесь будет расти горох. Так что вот так. Текст. Топаз. Делаем топсин, не топаз, топсин. Делаем кашку. Где наш клиент? Сейчас еще то место тоже на листочке смажем. Так. Вот здесь. Мне топсин нравится. Хороший фунгицид. Ну, если уже капец, то капец. Помажем на всякий случай. Это место тоже. Чтобы фунгицид попал в клетку. Отправился на свое место и будет выздоравливать. Я надеюсь, ничего с ним такого страшного не случится. Так, девочки, сегодня расщелкнулся бутон Victoria Lace. Ой-ой-ой. Ну, надеюсь, что это бабочка, потому что там вижу рюшики какие-то, видите? Сейчас покажу. Ну, такая бахрома. Бахрома. Смотрите. Видно, да? Видно уже, что кружева. Надеюсь, что бабочка. Очень надеюсь. Но уже дня через 2, может быть, и уже завтра будет понятно, кто это. Такая вот красота. Так, а я иду собирать чемодан. Потому что уже скоро надо уезжать. Собираться в дорогу. Вам всем обнимашки и всего самого-самого наилучшего. Ребята, Костя вообще про свой горох подзабыл. Я сегодня начала смотреть. Он уже на 3-й день, смотрите, пророс. А ему ж надо фотографировать. Сейчас со школы придет в обед и будет фоткать, что у него тут уже процесс пошел. Что с этим делать, я не знаю. Ну, в общем, результат уже есть.